Заканчиваем обрезку. Осталось буквально несколько кустов. И вот сегодня решили снять ролик и рассказать вам, как мы проводим обрезку винограда на нашем винограднике. Здравствуйте, уважаемые любители винограда. Сегодня постараемся рассказать вам, как мы делаем обрезку как на многолетних кустах и на молодых кустах. Однолетние, двухлетние, трехлетние. На беседке, кстати, закрепим ролик. Когда мы дойдем до беседки, закрепим ролик, чтобы вы не тратили время в этом году, чтобы не повторяться. Вы посмотрите эту обрезку. Но вначале немножко поговорим о теории. Хочу обратить ваше внимание, особенно новых, молодых виноградарей. Во время обрезки необходимо учитывать несколько важных моментов. Что именно? Вот если вы сейчас подойдете ко мне поближе и посмотрите вот на вот эту почечку, вот она, вот здесь, видите почка, вот она, глазок. Это основной глазок, урожайный глазок. За ней от 2 до 4 до 7 почек есть запасные или боковые. Вот эта почка в следующем году весной проснется и принесет вам урожай. Поэтому во время обрезки старайтесь оставлять молодую однолетнюю лозу. Бывает так, что кто-то делает обрезку. Я специально для вас приготовил вот такую кочерышку показать. Посмотрите, вот многолетняя лоза. Это был рукав. Она шершавая. Как минимум 2 года вот этой лозе. И как-то я был на одном винограднике и видел вот такую обрезку. Коротко. Посмотрите, здесь ни одной почки нет на плодоношение. Все срезано. Вопрос, кто же принесет урожай в следующем году? Если вот так коротко резать, оставлять многолетнюю лозу, урожай не ждите. Поэтому, когда вы делаете обрезку, первое, надо оставить однолетний прирост с почечками. Однолетняя лоза, она такая гладкая, многолетняя шершавая. Это для начинающих. Второй момент. Когда вы делаете обрезку, постарайтесь оставлять не жирующие и не тонкие лозы. Есть две крайности. Жирующая лоза. Вот еще кусочек, фрагмент лозы приготовил. Вот давайте сравним. Вот посмотрите. Вот 2 лозы здесь жирующие, толстые. Видите, вот они. А вот это хорошая лоза. Вот примерно вот мои пальцы для сравнения. Видите, вот эта толщина прекрасная. И здесь хорошие почечки. Поэтому жирные лозы старайтесь не оставлять. Это второй момент. Третий момент. Когда вы делаете обрезку, постарайтесь оставить вызревшие лозы. Есть лозы, которые не дозрели. Вот смотрите, с одной стороны здесь кажется лоза коричневая, и нам кажется, что она вызрела. Вот если я сейчас вот так подержу, вот эта лоза теплая, а эта лоза холодная, прямо холодная-холодная. Подойдите к себе на виноградник, к кустам и пощупайте вот так. А теперь смотрите, я переворачиваю эту лозу. Видите, что здесь происходит? Здесь она зеленая, тут лоза твердая, плотная, одревесневшая. А теперь смотрите, я начинаю сгибать. Она как мочалка, смотрите, она мягкая, она не вызревшая. Вот такую лозу оставлять нельзя. Почему? Такая лоза не вызрела, почки не вызрели, не заложились. И такая лоза в зиму, то есть она уйдет в спячку и она не перезимует, она просто вымерзнет. Весной почки ваши не проснутся. Поэтому такую лозу во время обрезки необходимо удалять. Ну что, давайте теперь перейдем непосредственно к обрезке и начнем с молодых кустов, например, с однолетнего куста, который был посажен в этом году, и как мы его обрежем. А потом к двухлетнему, трехлетнему и так далее. Ну что, пойдемте. Сейчас идем к однолетнему кусту. Ну вот, уже дошли до него. Этот куст был посажен в этом году весной вегетирующим саженцем, и мы не стали растить один рукав для того, чтобы в следующем году увидеть урожай. Он малыш. Мы для себя приняли решение обрезать его на обратный рост. Что это такое? Чтобы понимать, что это такое, вот видите, арматурину я положил. Арматура показывает горизонт Земли.
Вот видите, здесь такой аппендикс. Это череночек, вот он череночек, с которого мы проращивали этот саженец. Вот этот аппендикс я удаляю, он не нужен. Видите, он уже никакой, черный. Теперь, как правильно обрезать этот куст? Буквально сантиметров, ну примерно 10-12 сантиметров. Вот так беру, вот так, и удаляю, вырезаю. Вот все, что выросло, вот это я удаляю. Теперь вы спросите, что делать с этим кустом и почему я обрезал так коротко. Эта обрезка называется на обратный рост. У нас корневая система сейчас гораздо больше, чем мы здесь оставили почки. Как минимум 4-5 почек с запасом мы оставили здесь. Почему я показал вам уровень земли? Так как мы живем в зоне укрывного земледелия, мы укрываем весь виноградник. И мы хотим, чтобы рукава шли отсюда, из земли под 35-40 градусов, и чтобы мы могли их легко поднимать, подвязывать на проволоку, а потом осенью обрезали, опустили на землю и укрыли. То есть мы не растим наш куст вот таким деревом, штамп называется, и дальше здесь Т-образка, и как в южных регионах бывает, неукрывном земледелии. Поэтому вот наш горизонт. В зиму вы берете пластиковую бутылку, попробуем его разрезать. Можно даже секатором, можно ножом. Вот она, наша бутылочка. Этикетка не нужна. Часто почему-то многие спрашивают, а крышку открывать, закрывать. Ну, крышка в данном случае не играет большой роли. Вот эта бутылочка, это является кожух, защитный кожух. И вот здесь весной, когда мы начнем раскапывать куст, когда мы дойдем лопатой до саженца, чтобы мы лопатой не порезали, нужно аккуратно весной раскрывать, вот как яма вот эта сейчас есть, вот так надо весной раскрыть. А в осень бутылку защитную вот так одели, кожух, полторушку, половинку, и землей вот так присыпали. И дальше хотите, поставьте вот так флажок. Хоть деревянный, хоть какой хотите, чтобы было видно, где у вас сидит саженец. Кстати, сейчас мы сделаем обрезку. Идет похолодание, идут дожди, и как закончим обрезку, начнем укрывать весь виноградник. Ну, постараемся снять отдельный ролик. Это был однолетний куст. Теперь пойдемте к двухлетнему кусту. Кстати, не у всех есть двухплоскостная шпалера. У кого-то одна плоскостная, то есть одна проволока. У нас на нашем винограднике есть как двухплоскостные шпалеры, так и одноплоскостные шпалеры. Пойдемте сейчас к двухлетнему кусту. Пойдем. Ну и вот двухлетний куст на двухплоскостной шпалере. Вот одна плоскость проволока, вот вторая плоскость. Стану вот здесь, чтобы вы понимали. Вот две плоскости. В середине здесь посажен один куст. Здесь на второй год, посмотрите, мы вырастили 4 рукава. Видите? 4. Как обрезать этот куст? Как его сформировать? Очень просто. Смотрите, вот наша лоза, один рукав. Беру лозу и представляю, что наступила весна. Как я его буду подвязывать? Просто беру и к проволоке вот так подвязываю. А вот это все лишнее, видите, вот оно, все лишнее, я просто отсекаю. Кстати, лозу, если она вам нужна, обязательно подписывайте, чтобы не было пересортицы. Мы используем маркер, вот такой маркер-краска. Кажется, это красящий маркер. Не суть. Так, положу лозу сюда. И теперь обрежем все рукава. То же самое, посмотрите. Взял, визуально представил себе, что вот я его подвязал сюда к проволоке и обрезал. Второй рукав. Дальше. Здесь у нас третий рукав. Посмотрите, вот старайтесь немножечко вот так оттянуть. И вот здесь мы его отсекаем. Убираем лозу лишнюю. А давайте я вот так вот подвяжу, чтобы вам было видно. Ну вот так вот к проволоке. Четвертый рукав. Тоже вот здесь отсекаем. Лозу убрал. И этот рукав
я подвязываю горизонтально. Кстати, пользуясь случаем, еще скажу. Когда наступает весна, некоторые начинающие виноградари допускают большую ошибку в подвязке. Подвязывают вот этот рукав не горизонтально, а вертикально. Почему? Не могу сказать. Скорее всего, по незнанию. Но вот смотрите, что будет, если вы вот этот рукав подвязали вот так. Почки все просыпаются и начинают расти. И вам не хватает места, куда подвязать все побеги. Ладно, это отдельная история. Об этом поговорим весной. Сейчас, что касается нашего куста, двухлетний куст, посмотрите, какая красота. Есть поговорка: надо воспитывать ребенка с детства. И тогда, когда он вырастет, будет хорошим, послушным сыном. Не так ли? Воспитывайте ваши кусты с детства. И когда они будут взрослыми, вы не будете мучаться при укрытии. Вот мне надо укрыть этот куст. Смотрите, я отстегнул лозу, положил к земле и укрыл. Поднял, подвязал. Вот и вся арифметика. Сейчас пойдем к двухлетнему кусту, который на одноплоскостной шпалере. И там интересная история с этим кустом. Пойдемте, покажу. Итак, мы подошли к одноплоскостной шпалере. И здесь двухгодовалый куст. В прошлом году мы обрезали его тоже на обратный рост. Посмотрите, здесь не видно штамба, нет головы. Обрезали коротко и оставили 5 рукавов. Здесь 3, потому что они от меня справа, вот росли 3, а здесь я 2 рукава оставил. Несмотря на это, посмотрите, как зажировала лоза. Какая она толстая, одна из них. Если вы посмотрите рядом, лоза прекрасная. Если посмотрите с той стороны, лоза тоже прекрасная. И смотрите, все пасынки я оставил. Посмотрите. Несмотря на это, лоза зажировала. Лоза прекрасно вызрела, прекрасный сорт. Как я его буду резать? Кстати, начал уже резать. Вот тут я уже отсек ему. Посмотрите, вот оставил 2 почки. Раз, 2. Видите? Вот этот жирующий побег или эту лозу я удаляю, жирующую. Не буду сейчас снимать, чтобы не тратить ваше время. Здесь я обрезал вот эту лозу до столба. Вот он. И с этой стороны, несмотря на то, что здесь 3 рукава получилось, в зиму я укрою, вот так положу, вот так вот, ну вот ямку сделаем и укрою. Весной достану их с земли, 2 побега подвяжу на эту сторону и 1 побег разверну туда. Есть такое правило. Осенью надо положить во время укрытия лозу так, как она сама просит, как хочет. Но весной на проволоку положить, как нужно нам. Итак, вот что касается одноплоскостной шпалеры и двухлетний куст. Пойдемте к трехлетнему кусту. Итак, перед нами сейчас будет трехлетний куст. Кажется, мы его немножко перегрузили. Спросите, а как это понять, перегрузили мы его или нет? А посмотрите на лозы. Посмотрите, они тоненькие. Вот хорошая лоза, вот сейчас я вам покажу, ну вот, даже чуть толще, если вот толще вот этого, это хорошая лоза. Вот прекрасная лоза, шикарная лоза, видите? Вот она. Здесь перегрузили куст, но ничего страшного. Чтобы не подсадить куст урожаем, в этом году мы обрежем его, то есть оставим меньше лозы на плодоношение. То есть нагрузку в следующем году дадим ему меньше. О чем идет речь? Это первое, отвечу на ваш вопрос. И второе, тоже вы часто спрашиваете, а сучок замещения оставляю или не оставляю? Отвечу в этом ролике. Оставляю, но крайне редко, если есть в этом необходимость. Как раз на этом кусте покажу. Итак, давайте смотреть. Вот куст. Здесь мы как минимум имели 3 рукава. Видите, 3. 4-го не было, но что есть, то есть. Вот та зона у нас пустая. Теперь, чтобы в следующем году мы могли здесь иметь урожай на всех проволоках. Но если вот эта лоза была бы такая толстая, многолетний рукав, если сила роста была бы большая, на каждом рукаве я мог бы оставить
по 2 или вот по 2 лозы. Усиленное звено называется. Но в данном случае, скорее всего, оставлю по одному. С чего начинать обрезку? Отойдите вот так немножко назад, вот так назад, и посмотрите на куст. Не спешите резать. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. У хирургов, как я уже не раз говорил, есть поговорка: потянулась рука, режь. Но в данном случае мы не хирурги. Отрежешь, не приклеишь. У меня тоже бывал случай, когда я вот так вот раз порезал, ой, не там порезал, и все, и не приклеишь. Ну ладно, меньше слов, больше дел. Итак, как обрежем этот куст? Смотрите, не только у основания побега, но и вверх посмотрите. Лоза вот здесь вверху, она твердая, хорошая. Почки жирненькие. Несмотря на то, что побег тонкий, лоза тонкая, но не критично. Итак, вот смотрите, здесь вот он недозревший, зеленый. Я его просто вырезаю. Вот здесь я вижу, вот они, 2 лозы. Видите? Что я сделаю? Вот этот нижний я полностью не буду удалять. Я оставлю как минимум 2 почки. Сучок замещения. Как вы часто спрашиваете, а где сучок замещения? Эту лозу снимаем на размножение. Вот в этом месте, вот 2 лозы я пока оставлю, дальше видно будет. Вот в этом месте я обрежу. Так, лишнюю лозу потом уберем. Теперь, пока укорачивать не буду. Здесь давайте посмотрим. Здесь вот она, хорошая лоза. Здесь тоже я оставлю на 2 почки сучок замещения. Эту лозу можно убрать пока. И вот здесь я обрежу. Старайтесь близко вот так вот не резать. Отступите хотя бы на 2 сантиметра. Хотя бы. Почему? Чтобы вот здесь оно запробкуется. И даже когда будет мороз, чтобы лоза не повредилась. Итак, убираем вот эту лишнюю лозу. В сторону подвинем. Старую древесину откинем в сторону. Теперь и с той стороны. Давайте посмотрим. Вот она. Здесь тоже отступили примерно на 2 сантиметра и обрезали. Лишнюю лозу убираем. Убрали. Теперь давайте смотреть. Отстегнули вот эту лозу с проволоки. Кстати, когда мы подвязываем вот этими подвязками, осенью очень легко отстегивать их. Наступила весна. Как минимум, вот эта лоза, вот тут я режу. И осенью, вернее весной, мы вот так подвяжем. Есть. Здесь мы оставили с запасом. Видите, вот это называется усиленное звено, когда на одном рукаве 2 побега. Мы их можем в разные стороны направлять. Ну, их тоже здесь. Кстати, глазки тоже не считаю. Оставляю примерно около метра. Вот так вот. Примерно. Тоже убрал. И здесь отстегнули от проволоки. Ну и тоже примерно около метра. Сделаем пока вот так вот. Вот уберу вот эти 2 штучки. 2 лозы, чтобы они вам не мешались. Смотрите, наступает весна. Я беру их вот так вот. Вот так, видите? Вот так могу положить. Вот так вот. Этот сюда сейчас не буду гнуть, потому что они начнут трещать. А когда я достаю их из земли, они мягкие, как пластилин. Гни их как хочешь. Вот и вся обрезка. Эта лоза ляжет туда. И эту проволоку мы закроем при помощи вот этих плодовых стрелок. Это был 3-летний куст. Пойдемте к взрослому кусту. Это будет 4- или 5-летний куст. Пойдемте. Вот многолетний уже куст. Вот и здесь где-то 35 побегов было оставлено. И много рукавов. Но есть рукава, которые уже неудобные. Я сейчас их удалю. И оставлю то, что нам нужно. Первое, я делаю оценку.
Встал вот так в сторону и смотрю, что убрать, что оставить. Например, сразу вижу, посмотрите, вот рукав, он гибкий, он на земле уже лежит. Вот, посмотрите, побег вот этот, он растет не под 90 градусов, а под 35-30 градусов. И он является продолжением вот этого нашего рукава. Вот. Дальше, с этой стороны я смотрю, вот он гибкий, вот лоза шикарная, есть. С этой стороны сначала смотрю, чтобы вся зона плодоношения у нас весной мы могли сюда положить рукава. И дальше пошли побеги. Хорошо. Итак, так как я уже здесь оценил ситуацию, могу уже резать. Ну, наверное, будет лучше убирать обрезанные лозы, чтобы вы видели полную картину. Старую древесину в сторону. Можно ее сжечь. Хотите на шашлык, куда хотите. Кстати, прекрасный будет уголь древесный из виноградной лозы. Шашлык будет просто прекрасный. Вот еще один рукав. И здесь будет хорошая тоже стрелка. Оставляю примерно вот метр. Лишнее убрал. Здесь то же самое. Оставил примерно метр. Лишнее убрал. Идем дальше. Все вот это лишнее удаляем. Иногда вы спрашиваете, а обязательно ли стричь виноград или обрезать каждый год? Хороший вопрос. Тогда спрошу у вас. Что будет, если не стричь волосы? Что будет, если не стричь ногти? Вы поняли, в чем суть. Виноград – это лиана. И виноград имеет свойство расти, тянуться. И если мы не будем делать обрезку, наши кусты уйдут к соседям. А потом к другим соседям. И там будут плодоносить. Посмотрите, пожалуйста, можете подойти сюда. Вот этот рукав. И крайние, ближние, вот два побега, две лозы я оставлю на плодоношение. Сейчас мы отрежем вот здесь, а в следующем году вот эти два плодовых стрелки сейчас, а потом они будут рукавами, положу на эту проволоку. Отстегиваем и вырезаем вот так вот. Все лишнее убираем. Вы знаете, если вы знаете принцип обрезки, то ничего сложного здесь нет. Главное знать сам принцип. Лоза у нас прямая, ровная, высохла. Хорошо, хотя с утра был дождь. Она сейчас не влажная и хорошо вызрела. Ленточки, которые сейчас вы видите, вот они летят, подвязочные ленточки, их легко убирать потом воздуходувкой. Хотите веником, можно вручную, если объем у вас небольшой. Ну что, давайте я попробую положить на проволоку вот так, чтобы вы сразу могли оценить картину, как это все будет происходить весной. Жалко, не взял подвязочник, но не критично. Так, это так. Здесь вот наш рукав. Еще один. Этот будет запасной. Так. Один пусть будет пока запасной. Этот мы положим. Ну, вот так. Заполним эту сторону. Вот так вот. Все, этот пока пусть запасной будет. Может быть, мы на ту сторону потянем его, этот рукав. Сейчас я перейду на другую сторону и продолжим резать. Итак, теперь здесь оцениваю картину. Посмотрите, вот этот рукав, он растет немножко вертикально, небольшой штамп получился. И мне сложно будет с ним работать. Желательно его удалить, но... удалить это легко. А что оставить? Вот рукав хороший. И вот здесь есть лоза. И в конце есть лоза. Поэтому вот здесь я могу на две почки оставить сучок замещения. Как вы спрашиваете, а где сучок замещения? Вот он. В данном случае он нужен.
Почему я оставил в данном случае? Потому что следующий побег находится аж вот здесь, вот хороший побег. Здесь побег был тонкий, а здесь он хороший. Я оставляю на плодоношение вот этот побег, эту лозу. Лишнее отсекаю. Вот. Вот это тоже уберу пока. Вот так в сторону. Вот наша лоза. Посмотрите, рукав длинный и плодовая стрелка. И мне нужно оставить ровно столько, чтобы когда я положу весной на проволоку, хотя бы до середины вот эта лоза заполнила эту зону. Ну, это примерно чуть больше метра. Здесь у меня где-то чуть больше 2 метров. Теперь, так как я обещал вам убрать вот этот рукав, потому что здесь я вижу тоже у меня есть что оставить. Я использую вот такую ручную ножовку. Но это не реклама, просто она очень острая, хорошо режет. И просто вот эту лозу пока вот так вырежу. Можно, конечно, и секатором обрезать. Секатор тоже режет. Кстати, когда старую лозу режете, если взять вот так прямо, тяжело режется. А вы согните немножко, вот так вот, и она легко режется. Это чисто для информации. Так, освободим теперь проволоку от лишней лозы. Старую лозу тоже снимем. Пока так. Теперь давайте посмотрим, что здесь мы имеем. Посмотрите, пожалуйста, вот молодой побег с весны. Мы начали его растить, чтобы у нас получился, тут усик, чтобы у нас получился новый рукав. Вот раз, мы имеем побег. Вот хороший побег. И вот здесь прекрасная лоза. Поэтому, посмотрите, вот в этом месте я сейчас обрезал. Все лишнее дальше, что есть, удаляем. Когда делаете обрезку, главное не бояться этого. Никто не родился знающим. Все учатся. Поэтому старайтесь вникать. То, что вы любите виноград, это здорово. Старайтесь вникать, старайтесь учиться. Вот. А вот этот рукав тоже неплохой, но посмотрим, нужен он нам или нет. Так, здесь надо его отстегнуть. Вот эту лозу обрежу, она растет неудобно. Нет, вот этот рукав он нам не нужен. Посмотрите, с ним неудобно будет работать. Вот они, запасные, которые мы растили. Убираем лишнюю. Здесь вот этот рукав, он уже отработал в нашем случае. Убрали. Здесь лозу сейчас сниму. И теперь смотрите, что получается. Наступает весна следующего года. Достаем лозу, и вот до середины раз, и вот вторая тоже есть. И тоже где-то вот тут отсекаем. Теперь постараюсь это положить на проволоку, и вы поймете, что мы с вами сделали. Все рукава желательно, чтобы лежали горизонтально на вот такой шпалере. Потому что виноград – полярное растение, и оно растет вверх. Все почки, как и все деревья, все культуры, они растут вверх. И как вы помните, здесь у нас еще есть один рукав. А этот рукав мы навстречу вот так подвяжем весной. Вот так будет держаться здесь. Ну, будет. Пожалуйста, посмотрите. Вот две плоскости. Вся плоскость заполнена плодовыми стрелками. Наступает весна. Здесь мы оставили по одной лозе.
Там мы оставили по 2. Ну, так получилось в данном случае. Кстати, вот еще запас. Я его не заметил. Можно вот так положить еще. Смотрите. Вот. Вот так вот. Отлично. Просто отлично. Только здесь одна лоза. Когда мы кладем 2 лозы на проволоку, мы готовим для себя какой-то запас. Наступает весна, и лишние слабые побеги, слабые почки, неурожайные почки, все это выламываем. Мы оставляем только хорошие плодоносящие побеги. Вот многолетний куст. Пойдемте сейчас к техническому сорту и коротко покажу. Там односторонний веер, как мы их обрежем. Пойдемте. Здесь мы оставили технический сорт. Как мы его обрежем? Формировка односторонний веер. Посмотрите, что я делаю. Крайние, вот они ближе, эти не считаю, потому что здесь у меня труба, и мне нужно здесь тоже заполнить эту зону. Вот тут я буквально 2 или 3, на 2-3 почки обрезал. 1, 2, 3, обрезал. Коротко, видите? Здесь что я делаю? Я беру вот так вот, отступаю на 2 сантиметра и здесь отступаю на 2 сантиметра. Все лишнее убрал. Так, сейчас, секундочку. Так, наверное, еще никто не снимал лозу, да? Сейчас. Посмотрите, какая красота. Здорово. Ну, потом соберем эту лозу. А теперь смотрите, что мы делаем. Вот они, наши рукава. Сейчас мы их кладем на землю и укрываем. Сколько я его режу? На какую длину? Ровно до следующего куста. Ну, где-то вот так. И вторую тоже. Посмотрите. Ровно. Приходит весна. Я их подвязываю вот так на проволоку. Здесь, кстати, в данном случае куст молодой, достаточно 2 лоз. Если куст взрослый, можно 3-ю на всякий случай на запас оставить. Почему 3-ю? Бывает так, что вы укрываете и нечаянно сломали 1 рукав. Оставляйте 3. Лучше весной лишнее выломать. А вот здесь сучки замещения. Отсюда пойдут новые побеги, и они заполнят у меня вот эту зону. Еще небольшой. Так, вот сюда подойдите, пожалуйста, покажу вам интересную деталь. Этому кусту уже 4-й год. Но вот труба у меня от головы куста до трубы здесь где-то 50-60 сантиметров. И мне нужно было этот куст немножко подвинуть ближе к трубе. Что я сделал? Взял 1 рукав, вот он, 1 лозу, прикопал его, видите? И здесь вырастил 4 рукава. Как его теперь резать? Конечно, здесь не стоит его резать. Пусть года 2-3 он хорошо укоренится. Я возьму вот это все лишнее, обрежу, вот это все лишнее уберу. Ну, давайте вот так вот сделаю, чтобы вы понимали, к чему идет дело. Вот так, все. И вот это я тоже уберу. Главное, не отсечь его от корня. И все. И здесь, конечно, 4 много. 3. Вот 1 я уберу, и эти 3 я прекрасно положу на проволоку. Вот и вся арифметика. Пойдемте сейчас коротко просто покажу, темнеет, к беседке. Расскажу, что я буду делать, и прикреплю ролик предыдущих годов. Пойдемте. Ну что, осталась наша беседка. Здесь он на 10 метрах, это сорт Преображение. Посмотрите, мы старались, чтобы наши лозы росли вверх, и они не пересекались. И урожай был прекрасный в этом году. Посмотрим, если получится, зимой выложим ролик по урожайности, по сортам. К сожалению, мало было времени, вот, загружены были и не успели все выложить. Итак, как здесь его обрезать? Вот просто принцип покажу. Здесь мы всегда выбираем не под 90 градусов лозы, а выбираем под 35-40 градусов вызревшую лозу и просто протягиваем. Вот. Если я заполнил вот этими 2 лозами, вот взял их, положил вот сюда. Дальше все лишнее убираю и где-то через метр еще беру 2 штуки и заполняю это пространство. Старую древесину стараюсь не трогать. В принципе, зачем об этом говорить?
посмотрите видеоролик, как мы это делали в предыдущие годы. Ссылку на ролик вы видите в описании. И в самом конце хочу сказать, что существует очень много видов обрезки и формировки. Это зависит от сортности, от региона, в котором вы живете. Укрывной у вас виноград или не укрывной, штамп или рукава, или веер и много-много разных формировок. Поэтому, учитывая местность, в котором вы живете, делайте такую обрезку, которая лично вам удобна. Все, что мы делаем на винограднике, главная наша цель, чтобы получить урожай на следующий год. От обрезки зависит урожайность следующего года. Ну что, давайте заканчивать наши съемки. Надеемся, что информация была интересная для вас, полезная, информативная. Вам нужен острый секатор и знания, которые мы вам передали. Понравилось? Ставьте палец вверх. Не подписаны на наш канал? Почему? Подписывайтесь. Мы хотим все секреты вам рассказывать. Все, что знаем, опыт, практику, все рассказывать. Как обычно, хотим пожелать вам крепкого здоровья. Вам и вашим близким. Берегите себя. Успехов!